Польское радио на русском. Как Россия воюет на информационном фронте, говорим с Питером Померанцевым, публицистом и экспертом, который изучает дезинформацию. Книга называется «Как выиграть информационную войну». А вы для себя сделали вывод, собственно, как выиграть информационную войну? Ну, смотрите, конечно, название немножко ироничное, в том смысле, что в ту секунду, когда ты начинаешь использовать информацию для войны, а не для передачи, я не знаю, не для коммуникации, а для манипуляции, мы все всегда проигрываем, да? Но мой герой Сефтон Делмер говорит, что его аргумент, что в крайней ситуации, когда начинается война, выбора нет. И что такая классическая журналистика уже не может быть эффективной с слушателями, которые выбрали фашизм. И что тогда нужно применять совершенно другие меры. Вся книжка о том, про его потери и выигрыши на этом поле. Его слушали 50% немецких солдат. Нацистское лидерство было в ужасе от успеха его передач. В этом плане он был очень успешным. Его главный инсайт какой? Что нужно перестать пытаться найти добро у злых людей, и что самая уязвимая ахиллесовая пята зла – это его зло. И нужно использовать его зло против него. И что он делал? Он делал такую пропаганду, которую я не знаю. Сегодня он бы создал Пригожина, да? Он делал пропаганду, которая была еще более усиливала конспирологию, негативные чувства, чтобы они начали работать против самого зла. И это было очень успешно. Это называют даже черным радио. А вот как считаете, ради высокой цели вот это черное в нынешних уже условиях, оно может тоже существовать? А что поменялось? Да, технологии поменялись, но психология та же самая. Мы видели самые успешные, самые успешные или уязвимые части российской пропаганды за последние несколько лет были то, что делал Пригожин, то, что делал Гиркин. Сегодня бы Делмер создавал такие операции. Это просто тяжелая, ужасная реальность того ужаса, в котором мы живем. Потом есть негативные последствия. Не нужно думать, что это только, что люди, которые это делают, у них потом много проблем, им потом не доверяют, они продают свои ценности, есть куча негатива. Это называется по-американски bad boy, да, или плохой парень. А получается, что Европе, чтобы победить российскую пропаганду, нужно тоже быть плохим парнем. А Европа, судя по всему, не готова быть плохим парнем, поскольку работать в демократии намного сложнее. То есть Европа будет проигрывать эту информационную войну? Нет. Вопрос совершенно не про демократию или не демократию. Вопрос, то воюем ли мы с Россией или нет. Такие решения принимаются, когда есть зеленый свет, что мы воюем или в холодном смысле, или в горячем смысле. В принципе, демократии, чем отличаются от авторитарных режимов, они только начинают организовать свои пропаганда-силы, когда есть официальная война. Во Второй мировой войне это Political Warfare Executive, который я описываю. В холодную войну это US Information Agency и много других ведомств, которые занимались такой полным спектром пропаганды, такой милой, легкой, как «Голос Америки», до очень-очень темной по всему миру. Это только началось после того, как, после 1948 года есть официальное такое заключение National Security Council Америки, что мы начинаем тотальную холодную войну. Это было решение. Когда начинается, тогда демократия действует. У демократии нет пропаганды ведомств, которые работают нон-стоп. И они только начинают работать, когда есть зеленый свет.
И тогда не все, да, и всегда все должно работать, от самого пушистого и высокого до самого низкого и темного. Но здесь политическое решение не хватает. Почему? В Ираке, в Афганистане мы все делали. Когда мы воевали с Ираком, мы все делали. Когда мы выходили в Афганистан, мы все делали. Мы, я имею в виду Англия, Америка. Мы просто делали очень плохо. Но мы все делали. Мы сейчас в Польше наблюдаем новую волну фактически информационно-гибридной войны, да, подрыв железнодорожных путей, перед этим дроны. Вы пишете хроники фактически пропаганды, дезинформации. Что ваша оценка? Что вы наблюдаете? Как Россия действует вот сейчас на территории Польши, ну, собственно, страны, которая поддерживает Украину? Польша и Германия – это две главные цели российских гибридных операций. Они усиливаются, и то, что нужно понимать, что, может быть, каждая инстанция такая, средневажная, сегодня была очень важная, мне кажется, да, очень громкая, про попытку взорвать рельсы очень важного поезда, да, но очень часто такие акции бывают достаточно сомнительной важности, и ты только понимаешь суть их, когда ты видишь их вместе, да, и ты видишь, чего они пытаются добиться. И я боюсь, что Россия думает, что она выигрывает, потому что ответа никакого, по-хорошему. Еле-еле европейские ведомства, еле-еле начинают называть Россию. Да, потому что они не любят это делать по разным причинам. Не любят делать это, потому что секретные службы не любят выдавать то, что они знают. Но то, что просто дипломатически не хотели это делать, тоже очень долго. И я, как больше исследователь этого поля, то, что мы все время требуем от государства, чтобы они хоть начали говорить людям правду. Да, например, возьмем в Америке. Я же в Америке живу. Там последние несколько лет нон-стоп кибератаки на водохранилища американские, на электрические сети, на больницы. Ни слова от государства, потому что они не хотят пугать людей. Да? Я понимаю эту позицию. Да? Они тоже не хотят поднимать чувство испуга. Но в конце концов американцы вообще не понимают, что Китай, что Россия, что Иран делают в их стране. Вообще не понимают. И у них нет чувства современного мира. Да? И мы не можем больше так жить. Все-таки мы сможем справляться с этой проблемой только как одно общество. Это означает, что спецслужбы должны более открыто говорить про то, что происходит. Они должны тоже говорить, что это не всегда так уж прям кризисно то, что происходит, да, но все-таки это происходит нон-стоп, да, нападения на больницы, в Англии уже 2 раза сорвали интернет-систему в больших больницах. Людям нужно про это говорить, да, мы должны понимать нашего врага и тоже объяснять, чего они пытаются добиться. Но для этого нам нужно, это очень сложно и странно для MI5 кому-то говорить то, что они знают. Но мы не сможем пережить это состязание, если мы не будем как минимум больше открыты про то, что происходит. Но это первая вещь. А вторая вещь – это все-таки нужно переходить от такой защитной реакции постфактум к более, не хочу сказать атакующим, но, по крайней мере, больше самоуверенных реакций. Да? Какие будут формы ответа? Да? Не знаю, после того, как дроны запустили в Польше, там 2 реакции были главные. Да? Нужно было, чтобы американцы выступили вместе с европейцами. А они сказали, может быть, это мы не знаем, что там случилось. Вот. Главное, что русские проверяли, когда они запустили дрон в Европу, как будет реагировать Америка. Они не прореагировали. Все. Это Россия уже выиграла, не считают. Второе, они ждут реакцию. Максимум реакции полиция будет заниматься дронами. Русские думают, ждали, будет ли удар по фабрике дронов. Это был бы сильный ответ. Вообще ничего не было. И последний вопрос. Если сейчас мы смотрим, то фактически цель России – это подорвать доверие к власти, вот в Польше конкретно. И вот это ощущение безопасности. Вот мы наблюдаем это? Я не смотрю все соцопросы, да, значит, я не знаю, как люди, именно ли эта цель у них получается. Но то, что совершенно очевидно, что они смотрят, смогут ли ведомства и страны координировать свой ответ, и что они сделают назад России. И здесь они видят мало координации между странами.
даже непонятно, кто должен этим заниматься. Это полиция должна заниматься этим, я не знаю, border control. Кого вообще, в каком ведомстве занимаются там дронами, которые летают над, я не знаю, какими-то тайными объектами, да? Значит, у нас нет ни координационных органов, которые могут этим заниматься, нет ни международного такого быстрой реакции, уж точно нет какого-то обратного удара России. Значит, они видят, враг слаб, работаем дальше. В эфире Польского радио на русском был Питер Померанцев, публицист и эксперт, который изучает информационное влияние дезинформации в современной жизни. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное» действительно о важном. О том, о чем необходимо сегодня знать.